Мальчик в инвалидной коляске жил в просторном особняке на окраине Сан-Диего, Калифорния. Дом стоял среди ухоженных газонов и цветущих кустарников, а внутренние помещения поражали роскошью. Высокие потолки, широкие лестницы из полированного дерева и огромные окна, через которые открывался вид на сад. Все вокруг создавало ощущение спокойствия и достатка. Его отец, Джейсон Хёйл, был успешным предпринимателем, строгим в делах, но мягким и заботливым дома. Он внимательно следил за сыном, помогал ему и всячески окружал заботой. Рядом с мальчиком постоянно находилась молодая женщина, Клариса Брукс, внешне утонченная и нежная. Каждый день они вместе проводили время на свежем воздухе. Мальчик катался по садовым дорожкам, а она поддерживала его улыбкой и заботливыми движениями. Джейсон наблюдал за ними и чувствовал умиление, считая, что сын окружен исключительно любовью и вниманием. Однажды к ним подошел соседский мальчик, Лиам. Его взгляд был тревожным, движения неловкими. Он рассказал о странных вещах, которые видел в доме. Якобы Клариса подмешивала что-то в напиток мальчика. Сначала Джейсон отмахнулся, не веря словам ребенка. Мысль, что человек, которому он доверял, может навредить сыну, казалась невозможной. Но сомнение постепенно росло, тревожило и мешало жить спокойно. Решив проверить, Джейсон начал тайно наблюдать за Кларисой. Он прятался за дверями и кустами, следил за ее повседневными действиями. И однажды его худшие опасения подтвердились. Он увидел, как она осторожно открывала маленький пакет и незаметно добавляла его содержимое в стакан сока мальчика. Сердце Джейсона сжалось от ужаса. Он понял, что женщина сознательно ограничивала сына, удерживая его в слабости ради собственной выгоды и контроля. В тот же день Джейсон принял решение. Клариса была немедленно выведена из дома, и дверь за ней закрылась навсегда. В доме снова воцарилась тишина, теперь уже спокойная и облегченная. Постепенно мальчик начал восстанавливать силы. Утро за утром он выполнял упражнения, учился справляться с простыми задачами, и с каждым днем его тело становилось сильнее, а взгляд увереннее. Через 2 месяца случилось настоящее чудо. Поддерживаемый отцом, мальчик сделал свои первые самостоятельные шаги. Медленно, осторожно, но уверенно. Джейсон стоял рядом, держал его за руку, и слезы радости стекали по его щекам. Он видел, как сын возвращает себе свободу и силу, которыми пытались его лишить. Это был конец страха и предательства, но начало новой жизни. Жизни, в которой мальчик мог быть сильным, независимым и свободным, где каждый шаг становился шагом к собственной радости, уверенности и настоящему счастью. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.